9 лет работы, пыток и переписывания 10, мать твою, разных сценариев! Наконец-то FNAF фильм вышел. Итак, я готов о нем поговорить. Всем привет, с вами Амапс. Это типа обзор фильма, скорее мысли о нем. Подписывайтесь на Telegram, Boosty. Также посмотрите мой ролик обзор на руины, если вы этого не сделали. И давайте начнем. Скажу сразу, FNAF фильм вызывает у меня неоднозначные эмоции, как и у многих людей. Оно и понятно, 9 лет ожидания, люди могли что угодно понапридумывать. Но стоило ли оно того? Так, завязка у нас такая. Майк Шмидт, чел, у которого украли брата еще в детстве, из-за чего он из раза в раз видит один и тот же сон, в надежде, что сможет найти того, кто его украл. И вот уже повзрослевший Майк, без живых родителей, но с младшей сестрой, которую он должен на себе тянуть. Из-за чего ему приходится работать в пиццерии Мишки Фредди. FNAF фильм этот невозможно обозреть просто так, что видно по оценкам критиков и фанатов, так что я буду поддерживать обе эти стороны. И буду говорить о событиях фильма от лица фаната франшизы, который знает о ней много чего, и которому фильм зайдет. И обычного зрителя или тех же критиков, которых фанаты захейтили, который будет от фильма в замешательстве и говорит, что это полное дерьмо. Фильм встречает нас с неплохой заставкой в стиле мини-игр первых частей, с не менее крутой музыкой. Вот как так у FNAF получается? Каждый раз разные композиторы и всегда пишут хорошую музыку. Это так везет или у Скотта хороший вкус? Потому что в этом фильме тоже отличная музыка. Ее написали из The Newton Brothers, никогда о них не слышал, но они отлично справились со своей задачей. В общем, у нас есть Эбби, это та самая сестра Майка. Она все никак не может найти общий язык со сверстниками и, закрывшись в себе, дружит с кроватями и рисует. Однако видно, что она очень любит Майка, который... Как же он хорош. Сама история Майка хороша. То, как он каждую ночь все пытается во сне узнать, кто же похитил Гаррета, и то, как в конце он проходит весь этот путь, наконец-то отомстив маньяку и продолжая жить с Эбби, отпустив все, что мучило его так долго. Так и сам актер Джош Хатчерсон, который превосходно отыграл роль. По трейлерам я не был уверен точно, подойдет ли он на эту роль. Теперь уверен, что да. Еще немного хочу рассказать про Ванессу, которая странная в этом фильме. Очевидно, в первую очередь, потому что она вот это нихуя себе дочь Вильяма Афтона. А так она чисто фанат FNAF. Вот она, фнаферша! Такое чувство, что им нужно было как-то посвящать незнающих людей о событиях, которые фанаты знают. И они решили все это скинуть на Ванессу. А когда та перестала быть нужна, ее тут же, сука, убили. Однако она все же решилась дать отпор своему бате в финале. Батя. Стив Регла, то есть Уильям Афтон, вторая звезда этого фильма, Мэтью Лиллард, он отлично прижился на роль Афтона. Даже не знаю, кто мог бы лучше вместо него. Возможно, Уильям Дефо? Ну вы поняли, Уильям. Но я все равно злой, потому что он появился 3 раза в фильме, 2 из которых как Стив Реглан, который просто чел дал работу Майку, а на 3-й раз на последние 16 минут фильма в костюме Спринг Бонни, чтобы попиздеть и тут же, сука, слиться. Тут мне было больно. Особенно представьте, как это видели не фанаты FNAF, а обычные люди. Тип дал работу Майку, и тут в конце оба-на! Эй, я маньяк! Но почему его похищал детей, не скажу, зато смотри, я в фурсюте. Еще есть злая тетя Майка, тетя Джейн. Она чисто такой тип персонажа, сука. Она никакая. Обычно у таких персонажей есть какая-то изюминка, которая их выделяет. А тут она просто злая сука, вот и все. А похуй, ее все равно в конце убьют. Также мы перейдем к аниматроникам. Они отличные. Костюмы прекрасно сделаны. Большую часть фильма играют актеры в костюмах. Но это не проблема. Они довольно хорошо имитировали движения роботов. Не без косяков, конечно. Красные глаза, кстати, были лишь в конце. И то понятно из-за чего. А так у них немного красные глаза. Больше к оранжевому. Ну хорошо. Я говорила, что первая половина фильма была серьезной. Да, так оно и есть. Майк работает в пиццерии, ему снятся сны с пропавшими детьми, знакомится с Ванессой, узнает некоторые тайны этого места и попутно отбивается от своей тети, которая пытается забрать Эбби себе. Так еще и наняла челов, чтобы те перевернули пиццерию и Майка уволили, где типов уничтожили аниматроники. И это так смешно. Ну типа, ну как он ее так раскусил? Она не влезет так далеко в голову Фредди. У нас тут, кстати, хоррор. Ой, хоррор! Ха-ха! Я ни разу за фильм не испугался. Козырная карта игры. Скримеры только и есть в фильме. И то их мало. Другого ужаса нам не предоставили. Ну расчлененка. Она, кстати, неплохая для PG-13. Да, я знаю, у нас, как всегда, завысили рейтинг, но я прошу, всегда смотрите на оригинальный для сравнений. И для 13+, фильм, правда, имеет жестокие сцены, которые хорошо сделаны. Так вот, помните, я говорил, как первая половина фильма была серьезной? И я начал думать, что весь фильм будет идти таким образом, как тут
Сцена знакомства с аниматрониками. Ладно, я пытался это принять. Я почти уже это сделал. А затем... После этого момента я понял, откуда пошли эти низкие оценки. Фредди, кстати, пару минут назад женщину пополам раскусил. Как ее одобрили? У нас тут хоррор, кстати. Ладно, я могу оправдать эту сцену от лица фанатиков НАФ. В аниматрониках как-никак все еще души маленьких детишек. О боже, они еще на полу лежат и на потолок смотрят. Бля. Мне больно. И так будет дальше. Там потом еби ударяется током, и Ванесса начинает гнать на Майка, что если он еще раз привезет ее в это место, то она его застрелит. Сучка, ты сама только что лежала с ними в замке и улыбилась. И вот подобных моментов много в фильме, где им нужно как-то что-то к чему-то подвести, и они плохо с этим справляются. Таким образом, я решил обозначить переломный момент в фильме. Постзамковая арка. Или же вторая половина фильма, которая стала не такой серьезной, как первая, и вообще пошла куда-то в пиздец. Аниматроники захотели, чтобы Эбби стала как они, не по своей воле. У нас же тут Уильям управляет ими с помощью рисунков. Стоп, что? Ладно, они хотя бы попытались, да? Там в начале фильма говорили, что рисунки важны детям. Ребят, они хотя бы попытались это подвести, но кринж, конечно, засчитан. И, короче, там Майк отдает Эбби тете, а ту Голден Фредди убивает нахуй. Вот это тоже непонятная херня в фильме. Людей кромсают, как нихер делать. А потом все. Тетю убили в доме Майка и Эбби. То есть они, скорее всего, после фильма позвонили в полицию, и те просто забрали трупы или что? Тут главные подозреваемые должны быть они. Они тут в конце фильма мило сидят и кушают спагетти. Пока на минуточку, те самые друзья убили последнего члена их семейного древа. По крайней мере, известного нам. Да, кто-то скажет, что они были под контролем Афтона. Но я думаю, они хотя бы на минутку бы задумались, что так-то их друзья убийцы. Ну и, как я сказал ранее, где ее тело? Неужели они ее закопали во дворе? И почему тетя Джейн после заказа на разгром пиццерии вообще это не упоминает нигде? Тех челов убили, а она про это будто и забыла уже. Вот вы видите схожесть? Все убийства в фильме просто забываются. Это так не работает. Полиция должна искать этих людей. Еще небольшой момент славы самой главной страшилки фильма — машине с пилами Balloon Boy. Я уверен, это была идея Скотта вставить это уродство в фильме. Эта зубастая мразь заставила половину моего зала обосраться трижды. А без шуток, мне понравился этот омаж на пилу. Думаю, это не омаж. Ладно. Она была неплохой, скорее всего из-за кинотеатра, потому что там она была звездец какая громкая и делала небольшой дискомфорт при просмотре. А так, как я говорил, хоррор в фильме дерьмо. Ладно, сцена с спринглоками, самая ожидаемая сцена у фанатов. Сколько я видел у этих червячков из ТикТока, эти кринж-видео, где детишки типа будут пугаться этой сцены, а автор видео как истинный фанат будет улыбиться. Что-то они все заткнулись после выхода фильма. У меня был почти весь зал детей. Как же им было поебать на эту сцену. Могла быть и жестче. Так нам показали, как эти палочки в части живота еле-еле проходят через Уильяма, и все. Чертовых СФМ анимациях лучше было. Ни лужи крови, ничего такого. Скудненько как-то. Зато его как в книге утащили. Кстати, книги. Фильм — это же отдельная новая вселенная, которая вообще не схожа с книжной вселенной, нежели с игровой. Ну, такое себе. Опять-таки, я видел, как фанаты ждали там, ебать, сюжет всех 3 игр, раскрытие секретов и недосказанности из них, и куча подобных штук, что фильм там будет супер страшный и серьезный. Люди, которые так думали, вы что, издеваетесь? Не принимайте ФНАФ серьезным. Но это уже давно не так. 5 лет назад он еще мог таким быть. Потом пошли эти Exotic Butters и Balloon Boy. Вам самим так легче жить будет. Я же вижу, как люди, которые реально ожидали все, что я писал выше от фильма, сейчас очень разочарованы в нем. Немного меташтук. Ютуберы, куча ютуберов в фильме. Вся доска почета в них. Хоть и показали на одну сцену и то, как разбивают. Ну, норм. Кори Икс Кеншин таксист, Мэтт Пэт Гандон. Он такую там драму поднял, типа его не взяли на фильм. Ах ты ж Также отсылки, которых очень много в фильме. Конечно, я был очень удивлен увидеть, мать его, Спарки, а еще это кукла из книг. У этого чела с прекрасной актерской игрой футболка с мини-игрой с машинками.
И еще много таких отсылок. Ну так вот. Аниматроники уносят Автона в комнату подохнуть. При этом ключевое событие нарушено. Аниматроники не были разобраны после смерти Автона. Так что они теперь будут просто там тусить? Ванессу, которую Уильям пырнул, держат в больнице, а Майк с Эбби наладили свои отношения и проблемы, радостно кушая за столом в доме, в котором убили тетю Джейн. Что сделали с ее телом? И на нас вываливают титры. Я до последнего не верил, что там будет играть какая-нибудь фанатская песня. На том титрах это, конечно, было сказкой. Итак, фильм подошел к концу. Как я сказал ранее, этот фильм для фанатов. Обычный зритель оценит этот фильм как критики. Собственно, так оно и есть. И это как раз таки одна из основных проблем этого фильма, так как именно оценки критиков будут на первых страницах. И к тому же, раз вы делаете фильм для мирового проката, для всех, то будьте добры и не шарящим давать понимание того, что вообще, блять, происходит. Да, они пытались это сделать с помощью Ванессы, все объясняя, но мы видим по оценкам критиков, что недостаточно они сказали. Ну и наконец, скажу так. Фильм говно? Да. Получил я удовольствие? Черт возьми, да! Какую оценку я бы дал фильму? Я не знаю. Во мне борются два человека. 14-летний фанат ФНАФа, которым я уже очень давно не являюсь, но почему-то этот сучонок борется за этот фильм и решил сделать. И обычный зритель, который видит, что фильм так-то без понятий ФНАФ калище. И в этом есть основная проблема фильма. Сюжет говорит, что ты должен знать его, иначе ты просто будешь не вдуплять, что, почему и как. Но эй, я не вышел из кинотеатра с негативными эмоциями. Даже скажу так, та сцена со стройкой замка, я могу ее принять. Она вызвала у меня эмоции, а я считаю, что эмоции это самое главное. Неважно, что за эмоции, что бы это ни было давало. Плохие, хорошие, главное, что они смогли у меня их вызвать. И я не сидел весь фильм с потухшим еблом. Фильм достоин быть, он долго шел к этому. Я могу, конечно, дать ему оценку в виде цифр 5 из 10. Это максимум, который я могу дать. Но не хочу, потому что фильм доставил мне удовольствие, которое не передать оценкой 5 из 10. Так что, если что-то и говорить про оценку в заключении, то только так. Фильм на 5 из 10. Он говно, но я кайфанул. О боже, у них уже предпродакшн ко второй части. Оно уже воняет. Ты его еще не открыл. Ой, как оно воняет! Боже мой, какое оно вонючее! Как ж ты его жрать-то будешь? Не знаю. Фу, оно какими-то кусочками непонятными. Фу, оно нам там уже разложилось все. Фу! Что ты фокус, тебе его есть надо или мне? Мужики, не обессудьте, мне надо новый спиннинг и катушка. 10 тысяч за вот эту ложку этой гадости. Фу!